Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о красуле, об особенностях ее ухода и о том, как формировать ее крону. Красуле необходимо яркое освещение, но без прямых солнечных лучей. Именно тогда у нее будет красивая, здоровая, насыщенная листва, полноценный рост. Но если красула будет стоять на южном окне весь день под солнечными лучами, то листики могут пострадать от ожога, принимать такой беловатый оттенок и также будут сморщиваться. Очень частый вопрос, почему у красулы по краю листа появляется такой бордовый оттенок. Если растение здорово, то это нормальная реакция на свет, на его интенсивность. Если летом вынести растение на улицу, на северную сторону, на какой-то открытый балкон, на террасу, то вот такой ободок обязательно появится. Конкретно вот эта красула стояла у меня на улице. Примерно 6 недель назад я ее занесла, поэтому ободок уже постепенно пропадает. А так он был еще шире, и в принципе это смотрелось даже очень красиво. Вот это растение было занесено в дом гораздо раньше, поэтому здесь вот лист полностью зеленый, можно сравнить. Окантовочка уже пропала. Растение может вынести и полутень, но в этом случае и расти оно будет медленно, и вот эти вот расстояния междоузлия будет большое, оно будет вытягиваться вверх, ну и в целом растение будет само по себе слабым. Полив умеренный, летом это примерно 1 раз в неделю, зимой 1 раз в 2 недели. Достаточно красуле воды или нет, сразу видно по ее состоянию. Если воды достаточно, то листики будут упругие, плотные, мясистые. Если полив будет скудный, то некоторые листики просто станут очень тонкими, а некоторые начнут сморщиваться. Слишком обильный полив также может погубить растение. Как понять, что полив чрезмерный и его нужно сократить? Сначала листики будут становиться прям такими хорошенькими, толстенькими, это будет нравиться. Но со временем растение настолько сильно впитает в себя воду, что уже и листья станут тяжелыми, и ствол тяжелым. И даже вот такой стволик, чуть побольше, он просто начнет наклоняться к краю горшка и падать, потому что он просто не может держать свой вес. Не все могут распознать этот сигнал, кто-то начинает ставить палочки, подпирать растения. Не всегда в это нужно, потому что вот смотрите, большое растение стоит без палочек. Без палочек, это без палочек. Хорошая крепкая красула вполне обходится без опоры. Поэтому, если случается у вас так, что растение начало падать, задумайтесь о том, что, возможно, у вас лишний полив. Потому как следующий этап это уже будет загнивание корней, стебля, и тогда придется растение обрезать и заново укоренять. Грунт для красулы я использую вот такой готовый для кактусов и суккулентов, ничего больше не придумываю. Он уже содержит и песок, и перлит, и все, что нужно, вот, и меня вполне устраивает. Есть специальное удобрение для кактусов и суккулентов, которое используют в период активного роста растения, весной, летом. Диапазон температур, в которых может существовать красула, очень большой. Летом она спокойно выносит температуру 30 градусов. Осенью некоторые растения у меня стояли на улице до температуры плюс 10, плюс 7. Роста у них, конечно, при такой температуре уже особого нет, но они не замерзали и прекрасно себя чувствовали. Влажность повышенная мне нужна. Единственное, что стоит протирать листики влажной тряпочкой, просто в целях гигиены и красоты, потому что они покрываются пылью. Размножается красула и укореняется очень легко. То есть можно взять просто так, отломить какую-то веточку, листик, углубить ее в землю, и она спокойно укоренится без всяких дополнительных каких-то средств. Очень часто на веточках есть вот такие воздушные корешочки, поэтому можно прям вместе с ними срезать, и уже готовое растение с корнями по сути есть. Чтобы красула была красивая, ее, конечно, нужно формировать и ветвить. Если оставить вот так, то по мере своего роста она все-таки будет наклоняться в какую-то сторону. Ну, либо оставлять ее так и опять привязывать к какой-то палке, либо все-таки нужно ветвить. В лучшем случае ваша красула может разветвиться сама. То есть вот это растение видно, что вы не обрезали, но в какой-то точке роста вот оно решило разветвиться само. За счет ветвления нижняя часть ствола становится более толстой и может держать растение без всяких подпорок. Если растение не разветвилось само, то нужно ему помочь. Вот эту красулу я подрезала примерно вот на таком расстоянии от корня. И сначала у него пошли 2 боковые веточки, потом рядом выросла еще одна, снизу еще одна. Вот, и в итоге вот такой получился кустик из 4 веточек. Но вот на этом тоже останавливаться не надо. Дальше, когда эти веточки будут вверх расти, их также точно нужно будет прищипывать. Давайте посмотрим еще вот на эту взрослую красулу. Я уже говорила, с обрезкой здесь немного опоздали, поэтому приходилось уже срезать большие ветки толстые, из-за чего вот так вот на концах остаются пенечки вот здесь. То есть вот такие грубые срезы
От них, к сожалению, избавиться тяжело, поэтому лучше обрезать растение, когда оно еще совсем молоденькое. Также я в свое время услышала советы, что ветки надо срезать не до конца, оставлять вот такие пенечки, и они со временем отвалятся сами. Вот у меня ничего не отваливается, они очень крепко тут сидят, и смотрится это не очень красиво, поэтому я дождусь своих щипцов, которые все никак с Алиэкспресс не доедут до меня. И все эти пеньки уберу. Не бойтесь обрезать длинные веточки, если у вас так получилось, потому как вот из каждого вот такого практически узла у вас выйдет новая веточка, новый листик. Вот, и голая она точно не останется. И со временем вот такой кроной она все равно обрастет и будет красивой. Сортов красулы существует несколько. То, что я сейчас вам все показала, это древовидная красула, или еще называют толстянка, денежное дерево. Вот здесь у меня еще есть вот такая красивая красула. Это красула перфората. Очень милое, красивое растение. Вот я купила ее этим летом. Была она ровно в 2 раза меньше. Вот такая. Вот настолько она выросла буквально за месяца 3-4, наверное. И вот с ней произошло то, о чем я говорила. Вот она подросла, и все, и уже начала вываливаться за пределы горшка. Поэтому что я сейчас с ней сделаю? Я ее обрежу. Вот в этом месте у нее здесь прям какой-то надлом получился. Просто берем вот так, срезаем. Вот, и чтобы вот эта теперь одна веточка сама по себе не вытягивалась высоко, я ее тоже обрежу, но вот здесь чуть-чуть повыше. Все, вот такое растение у меня осталось. Сейчас вот эта вот молоденькая веточка начнет развиваться. Вот эти листики обрываем. Они вот так очень легко снимаются. Можно обрезать на любую длину, какая нужна. Вот я эту оставлю такой. Вот эта веточка более кривая, вот я ее обрежу, поэтому. Также листики уберу, ну, где-то 3-4 максимум ряда убираем. Вот, и теперь их вот так вот можно в один горшочек. Готовый грунт. Слегка буквально примять, не надо сильно. И вот так вот 1, 2. Чуть-чуть прижимаем, чтобы вот она просто держалась. Все, вот готово растение. Поливать ее сегодня не надо. Можно полить на следующий день. Вот, возвращаем стаканчик. И вот снова композиция из маленьких суккулентов готова. На что еще хочу обратить внимание при обрезке. Когда мы делаем обрезку первый раз единственного ствола, то в принципе без разницы, где мы отрежем и в какую сторону у нас пойдут боковые веточки. Когда будет обрезка уже следующего яруса, здесь уже важно учитывать направление веточек, потому как, смотрите, листики растут одна пара, ну, в данном случае влево-вправо, следующая пара вперед-назад. То есть вот эти сюда, и вот так они по очереди, меняя свое направление на 90 градусов. Обрежете вот здесь, и новая веточка будет расти в направлении листика. То есть одна туда, другая туда. Поэтому вы выберите направление следующего яруса веточек, куда вам надо их направить, в ту сторону, в эту сторону. И в соответствии с этим отрезайте верхушку. Еще раз вернусь ко взрослому растению. Здесь немножко уже другая ситуация. Здесь, когда взрослая ветка уже идет параллельно полу, поверхности, то здесь уже, как бы вы ее не отрезали, все веточки начнут расти вверх. Если видео было вам полезным, не забывайте поддержать его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами, до новых встреч.